Mark's Gospel, chapter 9. Евангелие от Марка, 9 глава. This is the last section of the Gospel dealing with the servant preparing the servants. Последний раздел, последняя глава в этом Евангелии, которая касается того, как учитель и слуга готовил своих слуг. From chapter 10 to chapter 15, he's rushing forward to being rejected by the traditional religionists and crucified on the cross. С 10 главы по 15 идет рассказ, как он сознательно идет на конфликт с теми, кто придерживался традиций, и они его распинают на кресте. But here in this 9th chapter, he is bringing one of the biggest challenges to his servants before he heads for the cross. Но здесь, в 9 главе, он ставит перед своими учениками одну из самых важных, самых великих задач перед тем, как сам взойдет на крест. He takes Peter, James, and John up into a mountain. Он берет Петра, Иоанна и Якова на гору, And here he is transfigured before them. и перед ними преображается. They are seeing on earth Christ in all his splendor within his own eternal kingdom. И они видят его на земле, в великолепии его царства, And, таким, каким он будет впоследствии. and Moses and Elijah appear and talk to him. И им являются Илия и Моисей, которые беседуют с ним. In another gospel it tells us what they talked about. В другом Евангелии нам сказано, о чем они разговаривали. They discussed his death that he should accomplish at the cross. Они говорили с ним о смерти, которую он должен принять на кресте. So his death is not a sad end to a lovely life. His death is not a sad end to a beautiful life that he lived on earth. То есть его смерть совсем не похожа на такую прекрасную умиротворенную картину. It was his destiny to die. Ему было суждено умереть. It's his cross that brings redemption. Его крест приносит искупление. And they discussed this there in front of the servants. И они обсуждают это все перед слугами. Of course, Peter, in his usual earthly impetuosity, interrupts the conversation. И Петр, как у него было обыкновение, прерывает этот разговор. And he speaks, and it tells us he said what he said because he didn't know what to say. И говорит то, что ему приходит в голову, просто потому, что он не знал, что сказать. And God interrupts him Тогда его прерывает Бог and more or less tells Peter just to keep quiet. и говорит Петру, в принципе, только то, чтобы он держал язык за зубами, молчал. Hear my son. Hear my son. Вот мой сын, He's the one in whom I am well pleased. сей сын мой возлюбленный, его слушайте, в котором мое благоволение.